Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. В этом видео я расскажу, как сменить аватарку вашего профиля на вашей PS4 на старой версии прошивки. Существует два метода. В этом ролике я расскажу про ручной способ, а об автоматическом мы поговорим в другой раз. Но не буду тянуть, переходим на ПК. Для начала вам понадобятся вот эти файлы. Это изображения, которые будут отображаться, и несколько файлов конфигурации. Они не являются уникальными. Тут они в качестве примера. Мы будем делать свой аватар, а вот два файла конфигурации нам будут нужны. Можете скачать любую картинку в сети, но у меня это будет значок канала. Он в формате JPEG, поэтому первым делом конвертируем его в PNG с помощью Paint. Далее переименовываем его в аватар и создаем 4 копии. После этого переименовываем каждую копию в имена, соответствующие их размеру, как это было в примере. Теперь открываем каждый файл и изменяем его размер в соответствии с названием. Аватар 64 – это 64 на 64 пикселя, 128 – это 128 пикселя и так далее. Естественно, сохраняем изменения для каждого файла. Редактировать файлы изображения можно с помощью любой графической программы. У меня это обычный Paint, который предустановлен на всех Windows. Последний файл и так имеет разрешение 440 на 440, поэтому его мы не трогаем. Получаем вот такие изображения. Однако все они, кроме первого, должны быть конвертированы в формат DDS. Я воспользуюсь сайтом для конвертации. Ссылка на него будет в описании. Ничего сложного. Выбираем файл, выставляем формат и конвертируем каждый файл по очереди. После окончания процесса кликаем на значок загрузки и скачиваем файл по ссылке. Далее кидаем его в папку с аватарами и переименовываем в название оригинала. При этом сами оригинальные изображения в формате PNG можно удалить. Теперь наши файлы имеют нужный формат и вид. Копируем сюда файлы конфигурации. Осталось изменить файл онлайн. Открываем его с помощью блокнота. Благо он уже встроен в Windows. Тут в двух местах вместо user1 пишем название аккаунта, на котором будем менять аватарку. У меня это Button IT. В этом месте можно добавить фамилию, которая будет отображаться в названии, но я оставлю его пустым. Закрываем и сохраняем изменения. Отлично, мы закончили с редактированием и все готово к установке. Остается скопировать все на флешку, что мы и делаем. Все, теперь переходим к PS4. В данный момент вы можете наблюдать, что на моем аккаунте не установлен аватар. Используется стандартная заглушка в виде смайлика. У меня стоит прошивка 9.0, но все так же будет работать на любой прошивке, на которой доступен запуск Homebrew программ. Кроме того, вы вверху также можете увидеть отсутствие какой-либо картинки в разделе профиля. Нам понадобится программа PS4 Explorer или FTP соединение. Подходят оба способа. Заходим в PS4 Explorer. Для начала перейдем на нашу флешку по пути, который вы сейчас наблюдаете. Перед нами наши файлы. Выбираем каждый нажатием кнопки R1. Нажимаем треугольник и выбираем «Скопировать». Возвращаемся в корень жесткого диска. Чуть ниже находим папку System Data, Priv, Cache, Profile. У меня тут очень много папок, потому что на консоли много аккаунтов. Если у вас один аккаунт, тут будет одна папка. Если же много, можно понять, какой аккаунт вам нужен, например, по дате создания справа. Также, как я понял, тут они расположены в порядке добавления или создания. Самые новые внизу. Нужные мне оканчивается на 31. Внутри видим файл version JSON. На всякий случай советую заранее сделать его бэкап. Мало ли что-то пойдет не так. При копировании новых файлов он перезапишется. Все, копирование завершено. Пора вернуться в главное меню. О, уже заметили, что в сообщении слева есть изображение канала? Фактически изменения вступили в силу сразу. Но так как консоль все еще содержит в кэше старые данные, изменений пока не видно. Но ничего, нужно просто перезагрузить консоль. Тогда все данные обновятся и вступят в силу. Благо процесс занимает всего лишь пару минут. На днях протестирую автоматический способ. Если получится, также сниму видео. Вот оно, получилось. Теперь у нашего аккаунта есть аватарка. Кстати, вы можете ставить изображение без фона, тогда все будет выглядеть намного симпатичнее. Позже попробую брать фон на своей аватарке. Один из зрителей давно просил снять видео про этот метод. У него дети не могли различить аккаунты. Да и эстетически выглядит здорово. Разве что есть ограничения в виде квадратного изображения, а в остальном все в воле вашей фантазии. Можно менять аватарку хоть каждый день. Изображения изменились абсолютно везде. Они разного размера, и именно поэтому нужно было создавать столько копий в формате DDS. В общем, все работает. В процессе создания видео я устранил некоторые косяки в файле онлайн и доработал несколько архивов из сети. Там просто два контроллера, но для того, чтобы различать аккаунты, вполне сгодится. Ссылки в описании.
Огромное спасибо топ-донатеру Яриксел за еще один донат. Именно вы, мои зрители, приближаете контент про PS5. Также большое спасибо за поддержку всем моим подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.